Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом, как я начинаю утро, по моему мнению, ну и как бы это уже проверено годами, что именно я делаю с утра, да, для хорошего начала дня, для хорошей работы организма. Это видео будет относиться к рубрике «Здоровое правильное питание». Вот. Первое, что я делаю, это, естественно, нужно проснуться, пополоскать теплой водой полость рта, но ни в коем случае не чистить зубы на грудный желудок, потому что химия, которая попадает с зубной пастой в организм, она только раздражает наши рецепторы, ухудшает работу организма. То есть первое, что надо сделать, это просто полоскать теплой водой полость рта. Второе. Выпить около 100-200 грамм обычной воды. Ну, желательно воду покупать в магазинах. Я беру воду, которая pH ниже 7. Ну, надо смотреть сзади на этикетках. Обычно на воде всегда указано ее pH. Ну, например, я вам приведу сейчас. Вот вода. Это минеральная вода. pH 5,1. Это газированная. Ее тоже в течение дня пить небольшими дозами, скажем так. Вот. Первое, что нужно сделать, это выпить 100-200 грамм обычной чистой воды. По прошествии 10 минут, после того, как вы выпили обычной воды, ну, можно 7-8 минут, да, я рекомендую выпить теплый чай, не обязательно сильно горячий, теплый чай с чайной ложкой 1,5 меда. Вот. Я пью со стакана, но мне так удобно, можете пить с чашки. Какой именно чай пить, вы должны выбрать сами, так как это индивидуально подходит каждому человеку. Допустим, у кого-то проблемы с желудочным трактом, у кого-то может быть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, у кого-то может быть проблемы с печенью. То есть чай надо подобрать уже, то есть в аптеке по своим нуждам. То есть я, допустим, пью иван-чай, да, он насыщен определенными аминокислотами, я его пью как стимулирующее, бодрящее, да, грубо говоря, инфекционное, как противоинфекционное средство. Ну, то есть почему вода и почему чай? То есть водой мы промываем кишечник, промываем желудок, чаем теплым мы все смываем. То есть то, что накопилось за ночь, вот с того момента, как мы проснулись, мы все это выталкиваем с организма, очищаем его. Вот. Я делаю чай в таком заварничке, китайском специальном, да, в котором ну, китайцы делают чай. Я использую его для заварки любых чаев, это разница в этом не приходит. То есть завариваете чай, настаиваете, нагреваете, да, допустим, электрочайник, и назад его сливаете опять и наливаете, чтобы он уже был теплый. Ну, естественно, чай уже будет с медом. Вот. Приятного чаепития. Вот, дорогие друзья, также хотел сказать, пока вы это делаете, все эти процедуры, да, там вода, 10 минут гуляем, потом чай. Вот это время вы можете сделать разминку, да, допустим. Разминку я буду показывать уже в рубрике тренировки, да, бокс, то есть в другой рубрике. Эта рубрика чисто будет касаться питания. Вот, вернемся к ней. После того, как вы выпили чай, да, можете сразу начинать, можете там погулять чуть-чуть. Ну, то есть в любом случае, пока вы сделаете, это пройдет определенный там период времени, да. Вы делаете, я употребляю каждый день спирулину в порошке. Это водоросль, вот, которая содержит очень много аминокислот, белок,
витамины, то есть она ближе к нам всего по своему составу. Почему? Объясняю. Потому что организм человека состоит на 80% из воды. То есть эта водоросль, она растет в океане. Да? Есть она в таблетках, есть она в порошке. Я беру в порошке, объясняю почему. Потому что таблеткам доверять, как бы, да, надо проверять, надо их пить. У меня есть определенная фирма, да, которую я пью, но все равно я выбираю спирулину в порошке. Вот. Почему? Потому что мы тоже делаем ту же самую процедуру. Да, после того, как вы выпили чай, сразу же можно теплой водой развести 4 грамма спирулины. Вот в день с утра вы можете употребить в порошке 4 грамма в порошке спирулины. Это водоросли. Друзья, рассказываю, как я готовлю спирулину. Беру обычные веса, да, столовые. Кухонные, точнее, можете взять, до килограмма, пусть у вас будут, они все равно вам пригодятся для кухни. Вот. Беру стакан, да, весит он 270 грамм, сбрасываю тару. И сухой ложкой, сухой, потому что если вы будете мокрую туда совать постоянно, она у вас будет сбиваться в комки, она очень, как сказать, тяжело ее потом будет размешать. То есть сухой ложкой берете и насыпаете 4 грамма. Вот у нас сколько? 1,5, 2,3, 2,9. Вот, 4,1. Отлично. Все, 4,1. Вот. Все убираем. И заливаем обычным. Сразу же размешиваем. Заливаем теплой водой. Размешиваем хорошо по стенкам, потому что она очень имеет свойство сгущаться. Вот. Поэтому надо ее хорошо. Все, когда вы приготовили, оставляете на 7, 8, 10 минут тоже. После того, как вы через 7-8 минут, после того, как спирулина настоялась в теплой воде, вы ее выпили, можно через 3-4 минуты скушать, допустим, банан. Я лично ем бананы по утрам, да. Но вы можете выбрать что-то другое, вдруг вы не любите бананы, допустим. Самое главное, чтобы этот фрукт был не сильно кислый, да. Ну, хотя после спирулины уже можно, в принципе, любой фрукт употреблять, поэтому, то есть и воды, и чая уже желудок вы не раздражать не будете, да, фруктами. Вот. Что я хотел сказать. Во время того, как вы выпьете спирулину, вы можете вместе с ней выпить и рыбий жир. То есть, рыбий жир, он продается в аптеках, на сайтах можно его заказать. То есть, это одна из добавок, которая очень полезна, да, и в сочетании со спирулиной она дает тоже очень хороший эффект для организма. Спирулину и рыбий жир можно пить практически все время, но желательно делать перерывы. В году там 3 месяца пропили, месяц не пьете. 3 месяца пропили, месяц не пьете, или же через месяц. Спирулину лучше пить по 2 месяца, по 3 месяца, потом делать перерыв. Вот. То есть, когда вы закончили со спирулиной, можно покушать, уже будут фрукты. Также я хочу сказать, что я не сторонник той информации, как правильно сказать, и того мировоззрения, тех идей, которые дают нынешние диетологи, там, да, люди, которые советуют, что утром надо там скушать очень много еды, и это основное питание, тогда все остальное. Я не придерживаюсь этой теории, то есть я читаю и читаю очень много профессоров, врачей, которые очень многие говорят, что с утра надо начинать день с воды, с чая, с фруктов, а через там 2-3 часа приступать к еде, уже которую вы захотите. Да? То есть утром надо начать с промывки желудка, организма, очищения и с насыщения его активными полезными веществами. То есть, если вы закидаете его сразу колбасой, сыром, там, борщом зальете, сметаной, сверху чай еще, то, поверьте, я вам всю информацию даю с личного опыта. То есть, когда вы это все сделаете, вы можете отправляться, то есть, на работу, на учебу, я не знаю, там по своим каким-то делам личным, в спортзал, там еще куда-то. Вот. Тогда уже через 2-3 часа вы можете уже принять пищу. То есть, если это или будет это обед в школе,
или же это будет обед в институте, или же это на работе, или же это будет после тренировки уже, если вы это с утра сделали и пошли, да, у вас через час тренировка, допустим. Вот. Также хочу еще добавить, что вот в этом процессе, когда вы выпили воды до чая, вы можете заняться физическими упражнениями. То есть, ну, это не физически, это разминка. О ней я расскажу в следующей рубрике, в другой, точнее, рубрике, связанной с боксом, с тренировками. Вот в этой рубрике я рассказываю сугубо о правильном питании, о еде. Вот. Поэтому я против той теории, чтобы с утра объедаться. Вот попробуйте то, что я вам советую, да, проведите так хотя бы 3-4 недели свое утро, я вам даю стопроцентный результат, вы увидите изменения в лучшую сторону. Организм, поверьте, вас отблагодарит за то, что вы это делали. Вот. А следующее видео будет о том, что брать с собой, какие перекусы. Да, потому что понятно, что через буквально там, может быть, час у вас организм потребует кушать. Ну, кушать, но не надо прямо кидаться и там объедаться и все остальное делать. То есть в следующем видео я вам расскажу, что вот, да, у нас утро закончилось, я вам информацию дал. Я вам расскажу в следующем видео, что, какие брать перекусы с собой, как я лично делаю это, да. Ну и поделюсь, ну, естественно, своим опытом. Так что, дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел. Подписываемся на мой канал, поддерживаем вот, в хорошем начинании меня, я надеюсь. Слава Господу Богу за все. Я всем желаю хорошего дня и отменного здоровья.